сегодняшнем видео я тебе расскажу, как брать идеальные точки входа, как ловить максимумы, как ловить минимумы. Я тебе продемонстрирую две свои сделки. Эти сделки делал я по этому алгоритму. Вот точка входа на продажу, вот последующий выход. А по этой сделке я заработал вот столько. Вот на следующий день точно такой же вход, точка входа на продажу, точка выхода. И по этой сделке я заработал вот столько. Счета реальные, как, в общем-то, и сделки тоже. И сегодня я тебе расскажу алгоритм, как это делать. Итак, для того, чтобы тебе ловить максимумы и минимумы, на самом деле тебе нужно всего лишь знать два элемента в рынке, которые позволят это сделать. Во-первых, тебе нужно знать АТР. На тему АТР у меня есть отдельный вебинар, поэтому если ты хочешь прям совсем погрузиться в этот процесс, я тебе ссылку в подсказках оставлю. Перейдешь, ознакомишься, находится все на ютубе, нигде не надо регистрироваться, ничего вводить. Перейдешь, ознакомишься, будешь понимать АТР. И второй элемент, который тебе необходим, это нужно дождаться колена. То есть нужно дождаться, когда рынок пойдет в противоположную сторону. Этих двух элементов будет достаточно для того, чтобы продавать максимумы и покупать минимумы. И сейчас я тебе расскажу, как это нужно делать. Во-первых, давай вначале разберемся с АТР. Еще раз отошлю тебя на вебинар по поводу АТР, один из лучших в сети, который ты можешь встретить. Но давай вот вкратце, если у тебя нет времени на это все изучение, давай вкратце немножко срезюмируем этот вебинар. У нас рынки двигаются по определенным, можно сказать, лекалам, да, и рынок растет либо падает на определенное количество пунктов, плюс-минус. Например, на моей схеме ты видишь, что вот эта бычья волна длилась примерно где-то, ну давай разберем, что это 1000 пунктов. Следующая бычья волна длилась примерно 800 пунктов. Следующая бычья волна двигалась тоже примерно 1000 пунктов. Твоя задача определить среднее арифметическое, в моем случае, бычьих волн. Это среднее арифметическое послужит тебе для того, чтобы в следующий раз, когда ты увидел небольшой откат после этого движения наверх, и ты увидел, что у тебя уже закончился вот этот пресловутый запас хода, я его называю, ну вот этот пресловутый АТР. То есть в следующий раз, когда ты увидишь бычью волну, которая длится 1000 пунктов, ты будешь понимать, что сейчас в рынках, возможно, будет происходить коррекция. Почему так происходит? Потому что в рынках понятие покупателей и продавцов – это не резиновые понятия. Рано или поздно все, кто хотел купить, они купят. Ровно как и все, кто хотел продать, они, разумеется, продадут. И здесь, конечно же, вопрос, с какого топлива рынок будет дальше расти. Если в рынке появится какая-то дополнительная информация, рынок может, например, в моем случае дальше расти. Но обычно такого не происходит, и обычно рынок уходит в коррекцию. Поэтому, зная эту величину, зная АТР, мы можем заранее предсказать, куда, хотя я не люблю это слово, но тем не менее мы можем заранее предсказать, где рынок начнет уходить в коррекцию. Величина коррекции, ровно как и какая она будет по глубине, будет зависеть, конечно, от текущей рыночной ситуации. И будет зависеть и в том числе от АТР как раз-таки вот этих коррекций. То есть, что я имею в виду? Ты можешь также посчитать вот эти коррекции и понимать, на какую примерно величину рынок может свалиться вниз. Понятное дело, что размер бычьих волн в моем примере или коррекции – эта величина не постоянная. Рано или поздно они будут сжиматься, либо наоборот расширяться. И здесь важно проследить за тем, как рынок вообще растет либо падает, с какой интенсивностью это все происходит. И твоя задача как раз таки за этим всем следить. Я обычно своим студентам рекомендую смотреть за ближайшими 2-3 волнами. То есть посмотри, вот у тебя раз бычья волна, 2 бычья волна, ну и 3 бычья волна. Что там дальше было в истории, нас особо интересовать не должно. Вот посчитай ближайшие волны, этого будет более чем достаточно. Хорошо, ты определил, что у тебя есть АТР, ты определил, что рынок у тебя движется на определенное количество пунктов, и ты понял, например, что сейчас рынок находится в фазе, в которой сейчас рынок пойдет назад в коррекцию. Следующее, что тебе необходимо, это дождаться колена. Конечно, ты можешь прямо вот здесь заходить в продажу, но только в одном случае. В случае, если ты в будущем планируешь усредняться. Ну, например, если рынок все-таки пойдет дальше наверх, а такие случаи будут, потому что это не железобетонный принцип, ты будешь усреднять свою среднюю входа. Здесь продал, грубо говоря, здесь продал,
здесь продал. В таком случае ты можешь не дожидаться ничего и прямо входить по АТРу. То есть увидел, что у тебя закончился запас, и потихонечку усредняешься. Рано или поздно коррекция 100% произойдет. Главное, чтобы до этой величины хватило твоего депозита. Почему важно, чтобы хватило твоего депозита? Потому что каждый раз, добавляя к своей, по сути дела, убыточной позиции, ты будешь наращивать этот убыток, и, разумеется, депозита твоего может не хватить. Что предлагаю я? Я предлагаю дожидаться колена. То есть, когда у тебя, в моем примере, рассматриваем бычий пример, когда у тебя новый максимум станет ниже предыдущего. Ведь что нам, по сути дела, это говорит? У нас, с одной стороны, закончился АТР, то есть все, кто хотел купить, они уже находятся в позиции, они уже купили. И в рынках формируется новый максимум ниже предыдущего. Это означает, что покупателей уже не хватает для того, чтобы захватывать новые цены. Более того, это также означает, что помимо того, что покупатели не готовы покупать по более высоким ценам, это также означает, что часть покупателей закрывает свои прибыльные позиции. И что будет происходить дальше? Вот все, кто хотел купить, они уже находятся в позиции, часть людей начинают фиксируют уже свои прибыльные позиции. Что будет происходить дальше? Дальше люди, хомяки, как я их называю, да, и как их называют в нашем сообществе, которые покупали вот здесь по верхушкам, что они будут видеть? Они будут видеть, как убыток наращивается на их торговом счете. И что они будут делать? И, естественно, они будут выходить из своей позиции, вследствие чего рынок и пойдет дальше вниз. Все это время, пока рынок будет двигаться вниз, ты уже находишься в прибыли, ты уже зарабатываешь, ты уже зашел в позицию, ты уже находишься в деньгах. При этом, конечно, мы не забываем выставлять свой стоп-приказ, но take profit может служить либо, опять-таки, противоположный АТР в нашем случае, вот эта волна, либо ближайший крупный уровень, либо конец торговой сессии. Что, например, у меня происходило. Давайте я просто продемонстрирую еще раз эти сделки. Вот здесь, например, я выходил уже из позиции, потому что уже начиналась вечерняя сессия, мне не хотелось на ней сидеть. На вечерней сессии я понимаю, что рынок дальше не пойдет, потому что запаса, так сказать, движения уже не осталось, и запаса участников рынка тоже для этого не осталось. На следующий день появилось примерно то же самое, но с той лишь разницей, что здесь появился достаточно крупный покупатель, но про это уже, наверное, в следующих роликах. Давай теперь мы немножечко с тобой проторгуем два вот этих дня, проторгуем в режиме симуляции, для того, чтобы ты понимал, как мне удалось сделать эти сделки. Если это получилось у меня, то у вас, конечно, это 100% получится. И теперь, зная эту теорию, мы сейчас ее будем применять на практике. Хорошо, вот я открыл эти инструменты в режиме симуляции, и сейчас мы будем это потихонечку вместе с тобой торговать. Давай обратим внимание сейчас в целом на этот рынок. Мы начинаем торговлю всегда с того, что мы попытаемся понять, куда двигается рынок. Мы торгуем вообще 5-минутку, да, если торгуем внутри дня. Но сейчас перейдем на часовик и посмотрим, что у нас вообще в принципе происходит в общей картине. В общей картине мы здесь видим, что у нас есть движение вверх, у нас есть трендовое бычье движение. Теперь определим ключевые места, ключевые уровни, где может произойти разворот. Мы сейчас как раз таки у этого уровня находимся. Следующий уровень находится вот здесь. И вот здесь мы поставим уровень, про который я только что, соответственно, сказал. Переходим дальше снова на 5-минутку, то есть мы определили, что мы находимся на бычьем рынке. И что же мы видим на 5-минутке? На 5-минутке мы видим, что мы подошли к достаточно значимому уровню. Здесь важно сделать небольшое пояснение. Конечно, когда мы продаем против тенденции, мы подразумеваем, что это будет сделка с повышенным риском. То есть мы подразумеваем, что мы сознательно входим против тренда. И это означает, что с большой вероятностью рынок долго не будет двигаться против тренда. Мы изначально этого не знаем. И мы не знаем, насколько силы хватит у рынка для того, чтобы нам на этом заработать. Теперь нам важно определить, рынок сейчас близок к коррекции или нет. Для этого мы должны определить АТР бычьих волн. Определяем, здесь есть доступный интерфейс, это рулетка, можно это сделать другим способом. Определяем, что у нас рынок прошел в бычьей вот этой волне на 734 пункта. Здесь рынок прошел примерно где-то 575. Здесь рынок прошел примерно где-то 700. Определяем вот эту бычью волну, это уже слишком далеко, но тем не менее определим и ее. 800 пунктов и вот здесь 700 пунктов.
То есть средняя арифметическая таких небольших бычьих волн у нас плюс-минус 700 пунктов. Теперь определим, сколько мы уже сейчас прошли. Мы прошли примерно где-то 608 пунктов, то есть мы уже близки к вот этой искомой величине. Это означает, что сейчас рынок близок к коррекции. Означает ли это, что нам нужно прямо сейчас сходить в продажу? Конечно же нет. Мы можем так делать в случае, если мы будем усреднять свою среднюю входа. И, например, рынок пойдет сейчас вновь наверх, мы снова продадим, чтобы усредниться. Но при всех прочих мы этого не делаем. Сейчас нам нужно дождаться колена. То есть нам нужно увидеть новый максимум ниже предыдущего. Здесь сейчас новый максимум ниже предыдущего или все-таки выше? На данный момент новый максимум находится на уровне. Это означает, что мы еще по-прежнему ничего не ждем. Нам нужно дождаться, пока новый максимум будет ниже предыдущего. Мы видим, что рынок пошел вниз. И вот у нас появился новый максимум ниже предыдущего. Итак, вот два элемента, которые мы использовали. На самом деле три. Первое. Мы определили, что происходит на вышестоящем таймфрейме. Нам это нужно для того, чтобы особо надежд не питать в случае, если мы встаем против тренда. А сейчас мы будем продавать против тренда. Второе. Мы определили АТР, в нашем случае бычьих волн, поскольку рынок растет. В-третьих, мы определили колено. И сейчас мы можем полноценно зайти в продажу. Где выставлять наш стоп-приказ? Стоп-приказ по этой торговой стратегии выстраивается за ближайший крупный, в нашем случае, максимум. Также можно сделать, в случае, если рынок вам это не позволяет, например, или ситуация какая-то другая, вы можете поставить стоп-приказ за то колено, за которое вы зашли. То есть в нашем случае мы можем поставить стоп-приказ вот здесь. Вероятность того, что вас выбьет каким-то ложным выносом, достаточно высокая. Но ситуации бывают разные, и иногда бывает такое, что рынок сделает вам колено где-нибудь вот здесь. И понятное дело, что выставлять вот тут стоп-приказ будет математически невыгодно. Где выставлять наш Take Profit? Take Profit будет зависеть сугубо от тех условий, в которых вы будете заходить. Если рынок двигается в тренде, вы можете поставить Take Profit по линии тренда. Например, выходить вот здесь. Также вы можете поставить Take Profit на ближайшем крупном, в моем случае, минимуме. Также вы можете поставить Take Profit на ближайшем крупном уровне. Вот здесь ближайший, кстати, как раз таки крупный уровень, который совпадает с минимумом. Но если у вас есть возможность следить за рынком, следите. Поскольку тогда вы будете ловить такие сделки, которые я показал вам с самого начала. Когда вы берете сделку от хая до лоя, поскольку иногда рынок будет двигаться гораздо ниже либо выше вашего take profit, в связи с тем, что он может поменять свое направление. Ну, может быть, вот как в моем случае, в первой сделке я достаточно удачно зашел, и рынок после этого у нас, соответственно, развернулся. А такое запросто может произойти, поскольку все это движение, в нашем случае бычий тренд, люди покупали, они покупали достаточно много. Соответственно, в рынке перенасыщение их стоп-ордерами. И если рынок задевает эти стоп-ордера, у нас начинается серьезное движение вниз. И где оно остановится, понятное дело, одному богу известно. В нашем случае она остановилась только под конец дня. И рынок так или иначе двигался, дошел до определенного донышка и двигался возле этого донышка. Обратите внимание, что он пробил тот значимый уровень, про который я говорил, максимум он пробил, про который я говорил, и дошел, соответственно, вниз. Еще раз напомню эти элементы. Первое, определили тренд. Второе, определили АТР. Третье, дождались колена. Четвертое, поставили свой стоп-приказ. Take Profit, если есть возможность следить за рынком, не выставляем. Если нет возможности, тогда выставляем. Ну и вторая сделка взята точно по такой же логике. То есть мы прошли АТР, произошло колено, стоп выставляется за колено, либо за ближайший крупный максимум, либо минимум, в нашем случае, соответственно, это максимум. Но Take Profit смотрим по обстоятельствам. И еще я тебя попрошу, пожалуйста, посмотри вебинар касаемо АТР. Это ключевая тема. По правде сказать, я не знаю ни одного трейдера, который бы не знал, что такое волатильность и при этом зарабатывать. Такого не бывает, не существует. Вы обязаны знать, что такое АТР. Ну, к слову сказать, АТР является одной из центральных тем моего обучения. Ссылка на него находится в описании. Можете перейти и с ним ознакомиться. С помощью моего обучения вы, во-первых, составите торговую систему за
заточенную под ваш рынок, под ваш депозит. Во-вторых, вы будете понимать рынок на основе спроса и предложения покупателей и продавцов, понимая, что, скорее всего, вам это мало о чем говорит. Самое главное, что вы получите способ заработка, который позволит вам в существующих, достаточно сложных условиях зарабатывать из любой точки планеты. У нас сейчас, чтобы вы понимали, многие ребята, которые торговали со мной, сейчас уехали в другие страны, торгуют из других стран. Вы точно так же можете делать подобным образом, если вы хотите переехать, при этом вы существенно ничего не теряете, то есть ваши доходы не падают. Если вы, например, программист, юрист, кто угодно, и вы переезжаете в другую страну, у вас неминуемо падает социальный уровень. В нашем случае, если вы торгуете на бирже, социальный уровень у вас не падает, вы можете торговать из любой точки планеты. И, по правде сказать, это единственный ваш шанс сейчас заработать в существующих условиях. В особенности, если вы не планируете уезжать, а планируете остаться в России. Уже первые весточки пошли, дальше будет только хуже, вы это прекрасно понимаете. И вы прекрасно понимаете, что вам придется урезать, так сказать, свои расходы, урезать свои траты, потому что доходы у вас расти не будут, а цены будут расти. Хотите вы того или нет, это вот наша плата за происходящие события, так сказать. Поэтому, если вы не хотите оказаться на обочине жизни, милости просим на мое обучение, изучайте, составляйте торговую систему и начинайте зарабатывать на рынке вместе со мной, так же, как мои студенты. Ссылка на все находится в описании. До встречи в новых роликах. Зарабатывайте счастливо!